Лучшая закуска для просмотра домашнего кино. Подойдет для любой встречи друзей, но у меня их немного, и я съел все сам. За свободу. Начнем. Этот способ приготовить кукурузную тортилью у меня вышло неудачно, ведь я забыл добавить масло. Так что упустим этот момент и... Казахстан, слава Украине. Это мой любимый метод приготовления чипсов, ведь он получается очень дешевым и нереально вкусным, и можно сделать очень много. Берем любые лаваши, я взял обычный белый и сырный. Нарезаем, как вам удобно, но я решил сделать треугольники, ведь я... После того, как нарезали, надо подождать, чтобы они полностью высохли, оставив на целую ночь на столе или на 15 минут в духовку. Для топпинга берем любые грибы, которые вам нравятся, но я взял шампиньоны, ведь кому сейчас легко. Отрезаем попки и далее чистим или же раздеваем, это уже смотря на вас. Таким же способом нарезаем чеснок. Звук наливания похож на алкашку, но наливаем оливковое масло. Но с растителем тоже получается бомбезно, но главное не забудьте сливочное, ведь грибы это все в себя впитают. Без чеснока жизнь скучна, так что не забывайте его. И чили флейкс, или же кусочки острого перца. Таким способом собираем грибы вместе, ведь вместе мы сильней, и добавляем оливковое масло или растительное и фарш. Хорошенько прижимаем. После 3-4 минут на среднем огне до появления корочки, и потом переворачиваем, и также жарим 2-3 минуты. Как также обжарился со второй стороны, ломаем все это на кусочки и смешиваем с грибами. Ломать структуру фарша удобнее всего картофеля мелкой. Я добавил паприки до цвета и кетчуп, но лучше всего использовать пасту красной фасоли или просто фасоль. Но это по вкусу. Соль и обжариваем до полной готовности. Для супер-мега вкусного, сочного и нереально насыщенного сырного соуса берем лук, нарезаем его кубиками таким способом. И не забываем смачно нюхнуть. Он был нереально ядерным. Ну и чеснок, вы чего? Средний огонь, сливочное масло, обжарка лук до прозрачности и добавляем чесночок. А перед чесноком острые хлопья перца. Мешай, 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 мешай. Сильно долбим перец. Ну, до появления порошка. Соль, перец, ну по вкусу. И когда станет примерно таким, добавляем 2 столовые или 1,5 ложки муки. Обжариваем муку 1,5-2 минуты на среднем слабом огне. И жестко... А вот теперь вливаем молоко. Паприки для цвета и аромата. Сыр. Я люблю сливочность, из-за этого добавляю сливочные. Ну и сметанка, куда без нее. Чем меньше вы добавите муки или больше молока, тем жидче он получится. Для месье гуакамоле нарезаем красный лук. Но я решил выпендриться, можно и белый. Нарезаем очень-очень мелко. Можно, как я, снимаем каждый слой и нарезаем отдельности. Но это долго, но я так сделал. Ну, нарезаем все кубиками. Мы ведь любим Майнкрафт. Ох, 3-й авокадо за жизнь. Ну вот, кружим все вокруг него ножиком и убираем косточку. Ее можно проткнуть ножиком, но я не хочу портить ножик и хочу посадить эту семечку. И если авокадо спелое, то оно должно легко отходить от кожуры. Обязательно закручиваем помидор и такими движениями убираем часть без жидкости. Мы ведь не хотим кашу. Я против жижи. И также полосками и кубиками. Ну вот, смотрите.
соль и пол лимонного сока. Ну, если он у вас ядреный, то можно и немного. С помощью вилки превращаем в кашу. Ой. Ну, тут я покажу, как надо было делать, если бы у меня получились эти лепехи. Как вышло, пергамент не подходит для этой работы, все прилипает. Из-за этого я использовал вот такую вот штуку. Без понятия, как называется, но оно и не важно. Ой! Эх, неудачные дети мои. Но в следующий раз точно получится. Ну вот, так же просто нарезаем на треугольники. Если не хотите ждать целую ночь, то можно отправить просто так в духовку 80 градусов 15 минут. Как высохнут, они должны получиться примерно такими. Хорошенько разогрейте посуду, где будете жарить, ведь если останется вода, масло будет стреляться. Без воды. Как пропала вся вода, наливаем масло. Его вы можете не жалеть, ведь оно останется чистым, как снег на горах Швейцарии. Ждем, пока температура масла не будет как будущее соотношение тенге к рублю. Аккуратно закладываем лаваш. Топим при помощи белого лаваша только желтые. И жарим 1-1,5 минуты, не более, потому что они станут черненькими такими и невкусными. Наши будущие начос не должны сильно поменять цвет, но должны стать лишь красивее. Ну да, туалетная бумага, да, дизлайк, отписка. Ну кому сейчас легко? Пока они горячие, быстро раскрываем и добавляем наши специи. Только когда их вытащили с масла, они впитывают в себя все специи и сохраняют на себе. Я добавил эти. Ну и те, что у меня не особо получились. Один из самых больших минус в специях, то что они портят цвет. Вы можете заметить это в других кадрах. Какие красавцы. Их решил я просто посолить. Стрижем газон. И крошим в кашу. Ну, чем меньше, тем лучше. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если вы тоже, кушали траву с двора. Вот вы думали, куда я добавлю? А я ее добавлю в мой мега-супер сырный, вкусный, нереально ароматный сырный соус. Ну и другой метод приготовления чипсов. Ну и дикий дизлайк инфляции Казахстана, ведь я купил 2 пачки за 1800 тенге, это незаконно. И мои няшки, нереалки. Чипсы из лаваша, на которые я потратил 400 тенге, тоже ни хера себе много, но уже лучше. И имущество моих чипсов, то, что ими можно защищаться и даже убить кого-то, но не рекомендую. Лайфхак! Но если вы, как я, не хотите показывать истинную силу банки и не хотите ее открыть так, то вы можете зажать ее 2 руками и хоп, изи. No name. Не обязательно, но розовый лучок с видео с хот-догов. Но я не могу, ну посмотрите, Ща все будет. Ща. Минуту. Во, уже вижу, выходит. Во, уже. Почти. Наливаем чизи соус на наш начос. Далее добавляем фарш. Кукурузу тоже добавляем. Лучок. Мои любимые халапеньо. И в конце красивым движением можем добавить зелень. Та-дам! К нашим уже дорогим доритосам добавляем сырный соус и все, что было раньше. Совсем уже не важно. Халапеньо я не могу не прокомментировать. Точняк, гуакамоле. Его тоже обязательно добавляем. Без него никак. И вот сюда добавляем гуакамоле. И теперь оценка мексиканца, который придумал это блюдо. Невкусно, лицо не видно, потому что
Я не могу нормально поставить камеру 20 минут. Начнем с левой стороны. Ну, со стороны не прям таких классных, как которых вы такие. Вот как выглядит. Видите? Ой, то есть, ну, пойдет, короче. Еще кукурузу положу, которую я не люблю. Cheers. Прикольно. Ну, смотрите, это красавцы. Ну, посмотрите. Как при виде такого не выйти замуж за это? Ой, не за меня, за свободу. Ну тут без вариантов, этот лучше. И запомните, выход всегда есть. Но это хуйня, не используйте эти. Если вам понравилось или не понравилось, или вы хотите меня послать, то пишите все в комментариях. Любите себя. Муа.